Для изготовления печенек нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Я использую полимерную глину цернит No. 1, цвет капкейк. Краски для рисования по печенькам. Ссылку на краски я оставлю в описании видео. Это для придания текстуры, каттеры. Я также оставлю ссылку на каттеры в описании видео. Посыпка. Видео по изготовлению посыпки тоже есть у меня на канале. Я оставлю ссылочку в описании. И также необходимые инструменты. И тоже видео по инструментам есть на моем канале. И тоже ссылочку я оставлю в описании видео. Нам пригодится лезвие, маникюрные инструменты, шарик на конце и такая вот штучка, похожая на иголку, но не острая. Также щеточка для придания текстуры, иголочка, которую я делала сама, обычная швейная иголочка и ручка из полимерной глины. Также кисточка для тонировки. Еще нам понадобится кусочек пакетика, стекло, на котором мы будем запекать, обычное стекло из-под фоторамки, и сухая пастель. Нам понадобится только один цвет для придания зажаристости. Разминаю хорошо глину и разделяю на два кусочка. С помощью пастомашины я сделаю ровные пласты. Толщина примерно пару миллиметров. Придаю текстуру с помощью щеточки. И тонирую с помощью сухой пастели. Еще раз придаю текстуру и накрываю кусочком пакетика. Это я делаю для того, чтобы края были более округлые. С помощью каттеров делаю печеньки. Я делаю все каттеры, кроме двух мороженых с основанием рожком. Аккуратно убираю пленочку и убираю излишки глины. Переворачиваю глину, аккуратно, не сильно прижимая ее с помощью металлической
штучки делаю текстуру вафли. И каттерами делаю мороженое. Здесь я делаю без пакетика, потому что пакетик испортит текстуру вафли. Переворачиваю печеньки, чтобы округлить края, убрать излишки глины. Раскладываю печенье на стекло, чтобы сразу же его разрисовывать там и запекать. С помощью инструмента округляю края, излишки глины и кладу все на стекло. Тоже проделываю с другими печеньками, чтобы края были ровные и округленные. Я сделала так все печеньки, и теперь приступаем к рисованию. Тонируем. Для красок я использую жидкую полимерную глину скальпи и сухую пастель. Аккуратно наношу краску. Распределяю по всем границам печенье. Это будет первый слой краски. Наносим краску послойно, чтобы она не растекалась и не совмещалась друг с другом. Сюда я наношу больше краски, чтобы мороженое было немножко объемнее. В это время мы разогреваем печь, чтобы поставить печенье в уже разогретую горячую печку. Чтобы краска не была полупрозрачной, мы добавляем в нее больше белой пастели и цветной пастели. И чтобы цветная пастель не была сильно яркой,
мы добавляем в нее больше белой пастели. Здесь я наношу только один слой радуги, чтобы второй слой не смешался вместе с ним. Посыпаю посыпкой мороженое. Итак, готово к первому запеканию. Для первого запекания нам необходимо 15 минут. В качестве золотой краски я использую жидкую полимерную глину и мика-пудру. Мика-пудра золотого цвета. Крашу рог, носик, ножки. И так на каждом печеньке, где нужна золотая краска. Мы делаем бантик, делаем 2 точки и с помощью иголочки из этих точек делаем треугольнички. Я использую салфетку сухую, чтобы убрать излишки краски с иголки. В первом запекании я забыла нанести краску на мороженое на палочке, но это не страшно, потому что впереди у нас еще много запеканий. И в это время печь моя работает, я ее не выключаю, чтобы время было меньше, не ждать, пока она снова разогреется. Когда я наношу краску для второго слоя, и тогда снова запекаю печеньки. Все эти повторные запекания нужны для того, чтобы краска не растекалась и не смешивалась между собой. Теперь запекаем 5 минут, этого достаточно. Вот одно печенье уже готово, его можно убрать. Теперь я наношу краску на единорогов.
хвостики и грива. Ставлю точечку между треугольничками. Таким образом у нас получился бантик. Процесс изготовления таких печенек довольно долгий, от того, что приходится ждать, пока вы нанесете краску, пока запечется, пока остынет, и поэтому в печке приходится работать довольно долго, и весь процесс занимает достаточно много времени. У нас уже было 3-е запекание, и работаем дальше. Лучше работать тоненькой иголочкой, чтобы контролировать ширину. На этом мороженом тоже больше глины, она наносится такими шариками, чтобы мороженое казалось более объемным. Верхушка мороженого была более объемной. Важно, чтобы краска не была очень жидкой, чтобы она не стекала по границам печенья. Если краска жидкая, необходимо добавлять в нее больше пастели. Если вы сделали краску в первый раз, вы можете сделать пробные запекания и посмотреть, как будет краска выглядеть после запекания. Следующее запекание, 4-е. И вот еще 2 печенька готовы. Мы можем их убрать со стекла. И рисуем дальше. Цвета можно использовать абсолютно любые. И на это мороженое мы наносим посыпку. И снова отправляем в печь. Еще одно печенье готово.
Итак, это 6-е запекание и наш последний слой. Оживляем наших единорогов. И запекаем последний 7-й раз. Вот такие печеньки с помощью катеров получились у меня. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и до новых видео. Пока!